Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыч. Сегодня мы рассмотрим технический индикатор средний истинный диапазон. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. Индикатор ATR предназначен для определения волатильности рынка. ATR – это индикатор, показывающий изменчивость рынка, исходя из значения свечей, количество которых мы посчитаем нужным проанализировать. Иными словами, он показывает среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени. Несмотря на то, что индикатор ATR не дает торговых сигналов, он активно применяется трейдерами на любых рынках. Таким образом, необходимо запомнить, что в трейдинге прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим ATR. Под графиком появился наш индикатор. Значение ATR увеличивается и волатильность. Значение падает, снижается волатильность. Если навести курсор на линейный график, вы увидите точно значение ATR в данный момент. Например, на 15-минутном графике биткоина значение ATR находится около $19. Что это значит? Это значит, что в текущих условиях изменение стоимости одного биткоина плюс-минус $19 в течение 15 минут находится в пределах ожидаемой нормы. Поскольку он измеряет волатильность рынка, вы также можете использовать ATR в качестве инструмента для размещения лимитных и стоп-ордеров, а также для определения размера позиции. Индикатор ATR – это не только подсказка о запасе хода, который остался у цены на день, но и способ определить, какой стоп-лосс и take-profit выставлять во внутридневных сделках. Входить в сделку лучше тогда, когда цена прошла не более 20% от среднедневного ATR. Это позволит соблюсти соотношение риска и прибыли в размере 1 к 3. Учитывайте оставшийся запас хода цены по ATR. При открытии позиций и ставьте стоп-лосс немного ниже этого уровня. При выставлении стоп-лосса необходимо руководствоваться требованиями рынка и торговой стратегии. Никто и никогда не может предсказать тренд, но иногда ATR при использовании может помочь в достижении поставленной цели. Добавим на график индикатор среднего направленного движения ADX. ADX показывает силу тренда, ATR – волатильность. Когда оба индикатора уходят к минимальным значениям, это значит, что рынок находится в глубоком спокойствии. Соответственно, возрастает вероятность появления трендового движения. Преимущества. Подходит для работы на разных таймфреймах, для краткосрочной торговли внутри дня и для инвестирования на долгосрочных графиках. Не перерисовывается. Входит по умолчанию в состав популярных платформ для трейдинга. Имеет изменяемый период для настройки чувствительности. Обычно трейдеры смотрят на значение ATR, чтобы найти уровень для стоп-лосса. Недостатки. В формуле расчета ATR используется сглаживание. Это добавляет индикатору свойство запаздывания. Индикатор не самодостаточный инструмент, он не дает торговых сигналов. Используйте ATR в сочетании с другими методиками принятия торговых решений. Кроме того, ATR может вводить в заблуждение тех начинающих трейдеров, кто считает, что этот индикатор связан с силой тренда. Это не так. Запомните, ATR и тренд не связаны. Обратите внимание, что ATR это не индикатор, который показывает уровни перекупленности или перепроданности. Его линия – это изменение значений волатильности. Следовательно, индикатор показывает средний диапазон на данный момент, а не дает сигнал о входе на покупку или продажу. Помните, что ATR не осциллятор, и он не покажет точки входа на покупку или продажу. Вывод. Индикатор ATR используется для оценки рынка с точки зрения его волатильности. Чем выше ATR, тем более изменчивы цены. ATR не применяется как самодостаточный инструмент в простой механической торговле. Обычно он является элементом в торговых стратегиях, где применяются разные методики технического и фундаментального анализа. Важно не допускать возможности роста убытков до критических размеров и оставлять потенциал для роста прибыли.
Поскольку индикатор ATR не измеряет направление тренда и просто учитывает величину диапазонов, его не стоит использовать в качестве средства для генерации торговых сигналов. Тем не менее, это полезный инструмент для определения ценовых движений на рынках. Это в свою очередь помогает в принятии ключевых торговых решений, таких как определение размера позиций и размещение стопа. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!